Всем привет! В этом видео я немного расскажу о языке ассемблера, о его плюсах и минусах, о том, кому стоит учить ассемблер и в каких случаях он может пригодиться. Существует мнение, что язык ассемблера очень сложный, но на мой взгляд это миф. Мне кажется, это наоборот, один из самых простых языков программирования. Например, у ассемблера очень простой синтаксис, и чтобы на нем программировать, надо понять всего несколько несложных конструкций языка. В отличие от языков высокого уровня, синтаксис которых порой непросто запомнить. Также в ассемблере нету множества типов данных. Типы данных в ассемблере вообще понятие довольно абстрактное. Основное отличие типов данных состоит в том, сколько места данные занимают в памяти. А какие именно данные там хранятся, программист решает сам. Главная проблема ассемблера, на мой взгляд, состоит в том, что современный софт становится все сложнее, и чтобы написать что-то стоящее, используя только возможности ассемблера, надо приложить немало усилий. Так для чего же используется ассемблер? Как уже много говорилось, ассемблер используют для оптимизации кода. Но тут надо понимать, что в большинстве случаев компилятор того же C очень хорошо умеет оптимизировать код и имеет для этого большое количество параметров. Поэтому оптимизировать код на ассемблере стоит или в очень специфических случаях, когда C-код не оптимизируется нужным образом, или когда программист уверен, что для данного процессора сможет сделать код, работающий быстрее того, который сгенерировал компилятор. Еще на ассемблере пишут специфические участки кода, которые сложно реализовать на C. Например, это может быть реализация таблицы векторов прерываний у микроконтроллера. Но самый главный сценарий использования ассемблера, на мой взгляд, это реверс-инженеринг. Так как инструкция ассемблера соответствует машинному коду, то любую программу можно преобразовать из машинных кодов обратно в ассемблер и понять, как эта программа работает. Например, вы пишете прошивку для микроконтроллера, но по неизвестным причинам микроконтроллер с ней не стартует. Можно долго смотреть на свой код и пытаться понять, что же с ним не так. Но гораздо эффективнее будет сделать диsassembler своей прошивки и посмотреть, что на самом деле там происходит. Кому же стоит учить ассемблер? На мой взгляд, ассемблер стоит учить прежде всего тем, кто собирается писать код, непосредственно работающий с железом. При этом ассемблер стоит учить только тогда, когда вы уже знаете C. В следующем видео я расскажу об основных понятиях, которые нужно знать для успешного изучения ассемблера. Спасибо, что смотрели это видео. Пока.